цветущая орхидея в моховом стакане. Что с ней делать? И каждый раз, ой, надо, наверное, сразу пересадить, потому что это мох, потому что он или мокрый, или сухой, или непонятно какой, что с ним делать. Вот давайте на этой капризной орхидее Лас-Вегас я вам покажу, что с ней делать. Вот видите, мох. Беру горшок чуть большего размера, вот показываю. И вот этот мох вот так аккуратно оттягиваю. Если вдруг мох у вас вот взял и оторвался, ну, горшочек его вниз положите. Что нужно сделать? Распушить мох, чтобы он не был таким плотным, чтобы была возможность у корней расти. Добрый день, друзья! Хочу вам сегодня рассказать о моей новой орхидее. Эта орхидея называется Лас-Вегас. Но для меня этот сорт не новый. 4 или 5 лет назад я купила орхидею Лас-Вегас, и на тот момент их сажали 2 орхидеи в один горшок, потому что эта орхидея очень капризна. Часто одна из орхидей погибала, но у меня растут обе. Правда, 2 года не цветут, потому что одна из них немножко приболела, но сейчас выпускает новые листики. Ну а вторая просто замедлила свой рост, так стояла в одном и том же состоянии, не цвела. В этом году они очень активно начали расти, показывать их не буду. Одна, по-моему, стоит вот где-то здесь, а вторая стоит на балконе. Сложно их достать, поэтому не буду показывать. Но вот эту орхидею я приобрела по другой причине. Сейчас в России очень много появилось цветущих орхидей. Называют их китайские орхидеи. Правда, страну происхождения я сказать вам точно не могу. Но они продаются вот в таких моховых стаканах. И мне стали часто писать, что же делать, вот орхидея большая, крупная, это не те детки орхидеи, которые мы получаем чаще всего по почте, азиатов, как мы их называем, маленькие совсем или чуть большие подростки, не цветущие, а цветущая орхидея в моховом стакане. Что с ней делать? И каждый раз, ой, надо, наверное, сразу пересадить, потому что это мох, потому что он или мокрый, или сухой, или непонятно какой, что с ним делать. Вот давайте на этой капризной орхидее Лас-Вегас я вам покажу, что с ней делать. Вот видите, мох. В магазинах часто заливают орхидеи водой. Недавно захожу в соседний магазин, кстати, там, где я покупала эту орхидею, она тоже была вот в таком мокром состоянии. Но она у меня уже 3 недели, и я ее, конечно, поливала. Поэтому она такая мокренькая сейчас. Захожу, вижу вот такой влажный горшок, думаю, ну Лас-Вегас. Уже даже уценили, потому что цветочки начали опадать. Думаю, заберу, потому что, ну, красивая орхидея, она даже немножко ароматная бывает с утра. Ну, пропадет же, погибнет там. Забираю, сушу ровно 2 недели, и вот только после 2 недель я ее полила. А мне работники рассказывают, вы не волнуйтесь, мы их поливаем каждые 3 дня. Вот в мху поливать каждые 3 дня – это верная гибель орхидеи. Так что если вы приобрели орхидею, и она вот в таком влажном состоянии, что мы делаем сразу? Протираем листья, если нужно, опрыскиваем от вредителей, но это если нужно. Если вы видите вредителей, которые видны невооруженным глазом, конечно, опрыскиваем. Если вы не видите никаких вредителей, тогда обработайте препаратом от клеща. Потому что последнее время, вот
год на год не приходится. То трипсы, то клещи. Последнее время часто им попадаются орхидеи, зараженные клещом. Обработайте хотя бы один раз от клеща и сушите. И оставьте ее в покое. Высушили орхидеи. Вот у меня на это ушло 2 недели. После этого можно немножко полить. 5 дней, как я ее поливала, и вы видите, что все равно еще все влажное. Вот прошло 3 недели. 3 недели. Разбирать орхидею, очищать корни от мха ни в коем случае нельзя. Во-первых, орхидея цветет. Во-вторых, нет роста корней. Вот я достала ни одного растущего корня. Сухие вот такие корни. Сухие листья, сухие части от листьев. Это все нужно отрезать. Такие кончики сухих корней. Этот корень плотный, а этот совсем сухой. Вот сухой корень я и отрежу. Этот еще живой. Вот и все, собственно говоря. Больше отрезать ничего и не надо. Беру горшок чуть большего размера. Вот показываю. И вот этот мох вот так аккуратно оттягиваю. Если вдруг мох у вас вот взял и оторвался, в горшочек его вниз положите. Что нужно сделать? Распушить мох, чтобы он не был таким плотным. Чтобы была возможность у корней расти. Но они же, когда у нас растут в коре, там нет такой спрессованности, как у мха. А когда выращивают орхидеи в мху, он всегда очень сильно спрессованный. Видите, вниз все вкладываю, мох не выбрасываю. Вот так потихоньку, аккуратно. По кругу. И снизу обязательно тоже. Вот там, где пустоты нет корней. Вот это такие зеленые палочки, видите? Это просто палочки, покрашенные зеленым цветом. Держатели для цветоносов. Вот. Стараюсь чуть глубже туда пинцетом пробраться. Но не трогаю корни и не снимаю с корней мох. А немножко его раздвигаю. Чуть-чуть, конечно, снимаю, но это все равно кладу в горшок. Даю возможность получать корням больше воздуха. Вот смотрите, как получилось. И теперь ставлю в этот горшок. Аккуратно вкладываю весь мох и все корни. Вот здесь еще сверху немножко отодвигаю мох, чтобы он заполнил весь горшок. Стараюсь поставить ровненько, заполнить его же мхом пустоты. Нет у меня другого мха сейчас. Все. И оставить в покое. Кто-то сказал, почему вы не делаете отверстия в горшках? Да, здесь достаточно отверстий в горшках. Вот так. Теперь пусть отцветает.
и начинает расти. Когда орхидея только что куплена, и она цветет, я их не удобряю, потому что мы никогда не знаем, чем удобрял производитель. И наше удобрение может спровоцировать сброс всех бутонов и цветов. Но бутонов тут уже не было, она и сама их сбросила еще в магазине. А цветочки еще держат. Пусть держат, поэтому только водой. Мох может быть слегка влажный, но стараюсь, чтобы вот эти корни, которые видно в горшке, все-таки просыхали. Потому что фаленопсисам не нужно, чтобы у них все время было очень мокро, очень влажно. От этого корни пропадают. И вот когда она начнет выпускать новые корни, новые листики, пересаживаю только тогда, когда у орхидеи начинают расти корни. Вот тогда можно будет убрать весь мох и посадить уже в тот грунт, который вы пользуетесь. Это может быть кора, это может быть керамзит, это может быть и керамзит с корой. Эту орхидею буду сажать в керамзит с корой, потому что те две у меня росли в керамзите. Первые 2 года они росли идеально, но потом вот по каким-то причинам рост замедлился. Сейчас я их пересадила в кору с керамзитом, и они начали активно расти. Хочу немножко сама себя поправить. Я сказала, что я пересадила 2 Лас-Вегаса, но один еще находится в керамзите и активно растет. А второй действительно пересадила. И от этой орхидеи я жду цветения в этом году. Если будет, обязательно покажу. Может быть, потому что у меня не было времени, достаточного времени для того, чтобы их часто поливать, когда они росли в керамзите. Я сейчас сажаю орхидеи в кору с керамзитом. Но для этой орхидеи я бы выбрала грунт керамзит с корой, коры чуть больше, чем керамзита. Это же не просто фаленопсис, это же какой-то супергибрид, супер красивый гибрид. Вот им нужно чуть больше влаги. Но опять же, не болото в горшке. Так что такие орхидеи тоже можно покупать. И они тоже хорошо растут. Только нужно дождаться их роста. А самое главное, не навредить. Не нужно делать сразу пересадку. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сегодня за окошком пасмурно, поэтому все коты спят.